Вчера представитель Госдепа Джон Кирби попытался сделать то, что на жаргоне называется «взять на понт». Смешной аспект сложившейся ситуации заключается в том, что профессиональный военный Джон Кирби попытался, выступая в роли дипломата, взять на понт лично Владимира Путина и заодно всю Россию. Получилось у него откровенно плохо, но российские пропагандисты должны скинуться и послать ему какой-нибудь презент за личный вклад в дело дискредитации Америки перед российской аудиторией. Его цитата нам придется очень кстати, ведь ее будут активно использовать при общении с российскими либералами-западниками, которые любят всем рассказывать, что Америка желает нам добра и вообще ее нечего бояться. Даже очень глупому человеку сложно поверить в то, что Джон Кирби, рассказывающий о взрывах в российских городах и мешках для трупов российских солдат, на самом деле желает нам всем добра и процветания. Так что господину Кирби большое спасибо. Я, в отличие от многих других журналистов, политологов и комментаторов, не склонен видеть в экстравагантной выходке этого военного, затерявшегося в дебрях Госдепа, какую-то новую страницу в российско-американских отношениях или предвестника глобальной горячей войны. Для такого спокойного отношения у меня есть несколько причин. Во-первых, Кирби, по сути, не сказал ничего нового. Такое впечатление, что против России до сих пор не действовали террористы, которые тесно связаны с союзниками США. А уж про то, что антитеррористические операции российской армии приводят к взрывам в российских городах, американцы нам рассказывали еще со времен путинской кампании в Чечне. Повторюсь, ничего принципиально нового представитель Госдепа не сказал. Хотя, конечно же, наши дипломаты и военные должны его как следует публично отшлепать за эти слова. Собственно, они сейчас этим и занимаются. Во-вторых, давайте называть вещи своими именами. Джон Кирби – никто. Ну вот реально никто. Он секретарша, которая зачитывает брифинги. Конечно, можно предположить, что прямую угрозу начать террористическую войну против России решили передать через секретаршу. Но что-то не очень верится, что такую угрозу могли воспринять серьезно. Все-таки для обозначения действий, которые легко могут привести к глобальному ядерному апокалипсису, даже в США принято привлекать более серьезные фигуры. В-третьих, Госдеп уже явно сдал назад, и сам Кирби сейчас вяло отнекивается, пытаясь сделать вид, что ничего такого не произошло. Я напоминаю, что американцы, когда проводят психологическую атаку, никогда не действуют по схеме «заявил и убежал», а давят последовательно, четко, громко и на всех возможных уровнях бюрократической иерархии. Тут этого явно не наблюдается. Никакой бури и натиска нет. Это наводит на мысли о том, что мы наблюдаем еще одну безответственную выходку охамевших клинтоноидов, которые в данном случае напоминают тараканов в голове американской политической элиты. Понятно, что в этой ситуации возникает резонный вопрос. А что это все-таки было? У меня есть два предположения. Первое. Среди хорошо информированных участников политической жизни России ходят упорные слухи, что в ответ на недавнюю бомбардировку сирийских войск американцы получили неожиданный сюрприз в виде разбомбленного секретного координационного центра в Сирии. Особую пикантность этому симметричному ответу придает то, что по неофициальной информации эта операция прервала жизни многих американских, саудовских и израильских офицеров, которые уже давно работают в Сирии, но официально их присутствие никто не признает. В этих условиях Россию как бы и обвинить не в чем, а сказать что-то нехорошее хочется. Ну вот господин Кирби таким замысловатым образом пообещал нам отомстить за погибших товарищей. Напоминаю, что Кирби не карьерный дипломат, а бывший военный. Так что версия вполне имеет право на жизнь. Второе предположение. В США скоро выборы, а многим американским чиновникам очень хочется сохранить свои должности после выборов. Вот и получается, что многие американские, латвийские, украинские и польские чиновники и политики считают, что если они скажут какую-нибудь жуткую гадость в адрес России, то будущая администрация Хиллари Клинтон им даст печеньки, хорошие должности и много других бонусов. Вот и стараются как могут. С учетом того, что Джон Кирби не производит впечатления одаренного умом и сообразительностью человека,
Версия, что эта секретарша Госдепа попыталась выслужиться перед будущей администрацией Хиллари Клинтон, мне тоже представляется очень вероятной. Понимаю, что такое поведение у нас ассоциируется обычно с украинскими политиками, но, как я уже много говорил, США, к сожалению, превращаются в большую Украину. Ну а нам ничего не остается, как сожалеть об этом и продолжать бомбить сирийских террористов. Если это делать долго, упорно и последовательно, то скоро весь мир перестанет воспринимать серьезно угрозы Госдепа, что будет означать окончательный конец американской гегемонии.